Здравствуйте. Мой доклад состоит из двух частей. Мы сегодня говорим о тестировании. В первой части мы рассмотрим существующие к тестированию подходы, общепринятые. А во второй части посмотрим на все это с точки зрения ООП. Сперва обо мне, несколько слов. Меня зовут Андрей Валяев. Я работаю в компании Код безопасности, я архитектор. Мы делаем АПКШ «Континент», может быть, кто-то слышал. Более 20 лет профессионально занимаюсь разработкой, в основном на C++. Про существующие подходы. Есть несколько шаблонов для написания и оформления тестов. 3А, он так кратко называется, четырехфазный тест и given-then-then. Кто-нибудь слышал что-нибудь из этого? Не так много. Вот, давайте рассмотрим их подробнее. 3А. Этот подход описал Билл Уэйк в 2001 году. Он как бы решил, что... Ну, не решил, предложил делить наш тест на 3 части. Первая часть для настройки, для подготовки к тестированию. Вторая часть — это некоторое тестовое воздействие. И третья часть содержит утверждение в той или иной форме. Вот. Данный подход получил довольно широкое распространение. Он рекомендуется в Microsoft для написания тестов. Некоторые команды используют его в своих кодинг-стайлах, что в нашем проекте тесты пишутся с применением 3А. Другой подход описал в своей книге Жерард Мессарош. Это довольно большая книга про юнит-тестирование. В этой книге описаны паттерны тестирования, антипаттерны, запахи. Практически все, что можно придумать про XUnit, здесь есть. И он, помимо 3 вышеперечисленных фаз, отмечает еще фазу очистки. Но он мыслит довольно широко, как бы для всех языков, без привязки к каким-то конкретным. И третий подход несколько отличается от двух предыдущих. Его предложили два этих человека. Они практиковали XP, Agile, и у них возникла проблема с предыдущими подходами. Было довольно трудно разговаривать с пользователями о том, что тестируется, зачем тесты. И они предложили описывать потребности пользователя в виде таких сценариев текстовых, которые довольно легко будет перекладывать на тесты. И для этого предложили такую формулу, как given-then-then. Это как язык описания этих сценариев. Подход называется BDD, Behavior Driven Development. И есть несколько ключевых моментов. Значит, то, что тестируется в каждом тесте, должно быть понятно пользователям. Каждый тест необходимо называть так, чтобы пользователь мог это название прочитать и понять, чтобы пользователь мог изучать отчеты тестирования. И текст теста должен быть сфокусирован вокруг этого поведения. В нем не должно быть лишних каких-то вещей. Так, теперь мы рассмотрим несколько примеров из существующих проектов. В основном на C++ они будут. Фреймворк Catch. Они пишут, что они могут поддерживать BDD. И вы можете прямо в тестах писать сценарии наподобие этого. Мне кажется, писать большие сценарии в юнит-тестах довольно плохая идея. Вот. Но все фреймворки так или иначе приводят такие развесистые большие примеры. Другой пример из ReSync-DB. Это, наверное, как раз тот самый пример, когда трудно объяснить пользователю, что здесь происходит, хотя специалисту вроде бы все понятно. Здесь довольно много всяких утверждений, и 2 области довольно не пересекающихся тестируются. Здесь сложность заключается в том, что если одно из утверждений вдруг сфейлится, непонятно, увидим ли мы результат работы других утверждений. Это считается тоже плохой практикой, когда несколько ассершенов в одном тесте. Но при этом такой подход довольно распространен, насколько я вижу. Еще один пример из Bitcoin.
Он весь на экран не влез. Вот так он где-то весь выглядит. И видно, что они довольно серьезно относятся к тому, чтобы код был понятен. Здесь много комментариев. Я еще опустил комментарий, который перед тестом был написан, довольно длинный. Здесь используется фреймворк BoostTest. И примерно та же самая проблема, что если вдруг в первом ассершене, который стоит где-то там в начале, возникнет какая-то проблема, то что будет дальше, мы просто не увидим. И в отчете это будет выглядеть очень лаконично, что mempool-тест сломался. Что делать в этом случае, кроме как брать отладчик и разбираться, довольно непонятно. У меня есть такое впечатление, что в C++ вообще с тестированием дела обстоят несколько хуже. Как-то культура тестирования ниже, чем в Java. Другой пример из Java, из мира Java, это Kotlin. Я не уверен точно, но кажется, это тот же самый JUnit фреймворк. Этот пример довольно неплох, и при этом он все равно довольно большой. Если в проекте используются какие-то жесткие стандарты кодирования в плане размера функций, он мог бы с трудом пролезть в эти соглашения. Но интересный момент заключается в том, что в Kotlin можно в качестве мини-функции использовать просто текст. Это довольно прикольно с точки зрения BDD. Как бы текст, он понятнее, чем имя функции. Мы к этому еще вернемся чуть позже. И последний пример. Этот пример довольно прост, довольно понятен. Но этот пример взят из OpenSSL, который написан на C. И при этом он похож на все те предыдущие более-менее хорошие примеры, которые я перечислял. И довольно непонятно, почему мы, имея в своих руках как бы мощь ООП, пишем тесты как на C. Сейчас мы попробуем найти объектно-ориентированный подход к тестированию. Начнем с примера, который написал Кент Бек. Возможно, все знают Кент Бека. Это автор TDD, автор JUnit. И он в своей книге описывает такой небольшой пример по разработке через TDD на примере денег. Он называется, довольно известный. Кент Бек знал про 3А. В своей книге он его также описывает, упоминает. Но в данном тесте никаких делений на секции нет. Это можно довольно легко сделать, никаких сложностей с этим не возникает, потому что тест довольно несложен. При этом, как и в предыдущих примерах, этот тест состоит из последовательности шагов. Это неправильно с точки зрения ОП, это императивный подход. Чтобы сделать этот тест более объектно-ориентированным, нам нужно отказаться от этой последовательности шагов. Нам нужно использовать декларативный стиль. И главное в этом тесте — это, конечно, утверждение в последней строке. Все, что выше, играет такую подготовительную роль в какой-то мере. Мы довольно легко можем избавиться от первых двух строк, просто перенеся эти выражения в наш код, где они используются. Но вот с последующими двумя строками возникает сложность, потому что этот объект нельзя просто так создать. Его необходимо дополнительно настраивать. Такой объект нарушает RAI, он мутабельный и создает проблемы в случае, если мы хотим использовать его декларативно. Никаких дополнительных настроек в объектах быть не должно. В данном случае от этого довольно легко избавиться, просто передав ему rate. Вам видно? Во второй строке появился этот банк. Мы ему передали все необходимые параметры в конструкторе. Тем самым как бы избавившись от секции подготовительной настройки параметров. Дальше секция act, или when, если по BDD говорить. Она в исходном представлении предполагает, что мы производим на тестируемую систему некоторое воздействие, которое должно поменять ее состояние, которое позже будет верифицировано в секции
then или в наших ассертах. Но это плохо ложится на ООП, где смена состояния вообще плохая практика. То есть большинство наших объектов не должны менять свое состояние, должны быть иммутабельными. Поэтому от этой секции тоже необходимо избавиться, если мы хотим найти объектно-ориентированный путь. Мы можем просто создавать наши объекты. В данном случае это довольно просто, перенести их в ассерт. Где-то в других случаях может оказаться сложней. Если действительно объекты мутабельные, это проблема архитектурная, и ее нужно пересматривать как бы более глобально. Вот так мог бы выглядеть этот тест, если мы как бы избавимся от всех промежуточных шагов, от всего императива. Тест выглядит, это выражение выглядит довольно тяжелым, но это позволило нам избавиться от секций, избавиться от всех тех рекомендаций, которые дают нам BDD. В ООП это не очень применимо. Но само выражение получилось довольно сложным. Для того, чтобы преодолеть эту сложность, может существовать несколько подходов. Обычные программисты, наверное, скажут, что можно часть выражений вынести, но это будет путь назад. Путь опять к последовательности действий, к последовательности операций, возможно, к выносу какого-то кода в отдельные методы, как в XUnit принято в метод setup. Это неправильный путь. Правильный путь заключается в том, что мы должны сделать удобным создание объектов. Кроме того, каждый тест должен решать одну конкретную задачу. В данном случае это несколько размыто, но, судя по названию, мы тестируем класс сам. И то, что написано перед этим, там, создание банков, это все довольно-таки лишнее, мы можем это из теста убрать, введя дополнительные какие-то объекты, которые помогут нам это сделать. Например, так. Выражение стало проще и не идеальное, как бы, но это один из возможных путей. Данный подход описал в своей статье Егор. Этот подход называется Single Statement Unit Test. Каждое тестовое выражение должно состоять... Каждый тест должен состоять из одного выражения. Никаких последовательностей операций в тестах быть не должно. Этот подход применяется в библиотеке в разных проектах Егора. В частности, вот этот взят из библиотеки Cactus, которая служит для того, чтобы заменить неправильные библиотеки, существующие в Java. Насколько хорош этот тест? Можно ли его считать идеальным? Давайте взглянем чуть крупней. Здесь, на мой взгляд, по-прежнему много проблем. Первая проблема – это то, что в разных фреймворках используются такие подходы, что тестовые методы автоматически обнаруживаются и включаются в тестовые сценарии. В данном случае это аннотации. В C++ это могут быть макросы, разные технологии для этого используются в разных языках. И это проблема, потому что делает вызов объектов, методов неявным. Как магия. Другая проблема заключается в том, что этот класс вырожденный, у него нет состояния, и его методы слабо связаны между собой. Если бы это был боевой класс, мы бы сказали, что его стоит разделить на два, возможно. Следующая проблема. Несколько отсылка к BDD, которые рекомендуют, что название метода должно быть понятно пользователю. Здесь смысл тестирования инкапсулирован в утверждение в тестовое. И как-то напрягаться насчет названий методов нет необходимости. И это заметно, они достаточно лаконичны. Следующая проблема. Наши объекты, в которых мы тестовые объекты, они слишком быстро умирают. Мы их создаем, чтобы вызвать метод. Все, после этого они нам не нужны. Это вырожденная форма существования объектов.
И последняя проблема – это то, что легко можно опять скатиться к предыдущим антипримерам. Вынести часть выражений в переменные, сделать какие-то методы настройки. Поскольку у нас есть тестовый метод, ничего этому не препятствует. Для решения этой проблемы у нас, в принципе, есть все необходимое. У нас есть тестовое утверждение, которое инкапсулирует в себя все, что нам нужно для тестирования. Все эти обертки в виде тестовых методов, тестовых классов, они как бы стали лишними. И мы можем от них отказаться, объединив все наши тестовые объекты в коллекции. Данный подход я реализовал в своей библиотеке, которую можно найти на GitHub. Библиотека, конечно, написана на C++. Небольшой пример. Здесь большую часть этого метода занимает создание теста. Тест — это объект, который в идеале должен создаваться легко, быстро, не нагружая процессор. Создание объекта должна быть легкая операция. Конструкторы объектов не должны содержать никакого кода. Вся сложность происходит, когда мы хотим от этого объекта получить результат тестирования. Мы обращаемся к этому объекту, вызываем метод, и тестовая коллекция пробегает по всем своим тестам, собирает как бы результаты этих утверждений и возвращает нам. После чего мы с этими результатами можем конвертировать их в ту или иную форму, либо XML, либо текст. Здесь это в последних строках можно наблюдать. По поводу, из чего состоят тесты. В этих тестах используются, значит, классы предметной области, они внутри. Тестируем мы непосредственно order item money. Real money играет вспомогательную роль в данном случае. Всегда очень важно понимать, что мы точно тестируем. Это во всех подходах полезно. Здесь, значит, Real money играет вспомогательную функцию. Вместо него мог бы использоваться какой-то тестовый объект. Далее. Непосредственно библиотека предоставляет объекты, в которые можно заворачивать наши тесты. И кроме этого есть вспомогательные объекты, которые адаптируют объекты нашей предметной области к условиям тестирования. Мы не должны делать так, чтобы предметная область заранее была заточена на тестирование. Это тоже получается антипаттерн. То есть предметная область существует сама по себе, а для тестирования мы используем подставные объекты, адаптеры, и таких объектов может быть много. Далее. В данном примере приведен один тест. Тестов должно быть много. Их можно объединять в коллекции, в тестовые наборы, правильнее сказать. Такой подход может быть не очень удобен, потому что это приходится в одном файле все писать. Его можно разбить на отдельные классы, которые могут каждый находиться в своем файле. И эти классы уже объединяются в финальную общую коллекцию, который уже где-то в мейне создается. Немного про историю проекта. Проект появился в 2017 году. Возникла идея попробовать реализовать такой подход. И первые попытки были очень похожи на XUnit. То есть тестовые наборы, тестовые кейсы, внутри которых находятся тестовые утверждения. Предполагалось даже, что их может быть несколько. Но довольно быстро стало понятно, что тест и утверждение — это практически одно и то же, нет смысла дублировать. Описания тестов могут быть тоже исключены из самих тестов, могут быть добавлены через декораторы. И появилась необходимость, C++ это язык со строгой типизацией, довольно сложно использовать произвольные типы, поэтому тестовая библиотека работает с одним типом, со своим, который все объекты преобразует в текст.
И для того, чтобы объекты предметной области тестировать, их тоже нужно завернуть в обертку, которая преобразует их в текст так или иначе. В последних версиях появились матчеры. Это такой немножко альтернативный подход. Я пока не знаю, какой из подходов лучше. Этот пример тестирует матчеры. И здесь интересный момент, что матч-тест, который сам по себе является тестовым утверждением, энкапсулируется в другой тест для того, чтобы как обычный объект, подвергающийся тестированию. Сами по себе объекты чистые, и ничего не мешает таким образом комбинировать все это. Сама библиотека покрыта тестами на 95%. Основной вывод, который из всего этого следует, что общепринятые практики плохо применимы к ООП, где требуется декларативный подход. Если писать тесты с таким подходом, то это является как бы очень полезным для чистоты объектно-ориентированного проекта. И это же является препятствием, видимо, для внедрения этой системы в какие-то существующие проекты, которые не идеальны с точки зрения ООП. На этом у меня все. Готов ответить на ваши вопросы. Спасибо за доклад. У меня вот вопрос возник по поводу кода. Я не совсем понял, что за функция make_share. Make_share это в C++ такой безопасный метод аллоцирования памяти. Умные указатели. Это как new, да, получается? Это как, new опасно в C++ делать, потому что для new нужно вызывать delete. А для make_share создается объект, который инкапсулирует в себя голый указатель, и который будет гарантированно безопасно освобожден. Здравствуйте. Такой вопрос. Вы вот сказали, что этот фреймворк тестовый развивается, да, и вы там добавили матчеры. Ну, это да, это и мой говорите, проект. что непонятно, хорошо это или плохо. Ну, что Какой удобнее? подход лучше? То есть меня вот именно интересует методика, а как вы определяете, что такой подход лучше, а вот этот подход хуже? То вот этот плохой имеет плюсы, а этот минусы. То есть на основании чего? Как это понять? С точки зрения разработки библиотеки, тут есть как бы разный объем усилий, необходимый для поддержания матчеров или поддержания утверждений, которые можно, ну, как обычно, assertion и assert equal, AB. Это подход без матчеров. А подход с матчером предполагает, что мы берем наш объект и пишем для него как бы пишем некоторые другие объекты, которые проверяют его на соответствие чему-то. То есть как не assert equal, а assert match может быть. Немножко удобнее в плане того, что проще адаптировать объекты предметной области к условиям тестирования, потому что они только в одном из аргументов могут использоваться. А если мы что-то типа assert equal делаем, то у нас и первый аргумент, и второй аргумент могут быть произвольными. Это немножко сложнее, но так большой разницы нет. В Java сейчас матчеры активно используются, насколько я вижу, есть там библиотеки специальные для этого. Вот. Но в C++ обычно пишут просто assert, типа assert equal, check equal. Но все сейчас делают на макросах. Андрей, ты сказал в докладе, что нехорошо, или это считается антипаттерном, когда несколько ассертов внутри одного тест-метода. У нас сегодня был спор буквально в проекте, и мы друг другу пытались доказать, все-таки хорошо это или плохо. Мог бы еще раз объяснить, почему это хорошо? Я на твоей стороне, но у меня были оппоненты, и вот ты объясни поточнее, что здесь плохо? Ну, есть такое, как бы, такая хорошая практика писать одно утверждение в тесте и не больше. Почему это хорошая практика? Это довольно легко объяснить с точки зрения BDD, потому что BDD предполагает, что по протоколу прохождения теста мы можем сказать, где у нас проблема. То есть, если тест падает, мы сразу понимаем, что не так. Тесты должны быть как бы компактные, лаконичные и проверять одну вещь. Вот. Если тест проверяет кучу вещей сразу, то в протоколе будет сообщение крайне лаконичное, что тестируем все, сломался, грубо говоря. Это как вот пример с биткоином, большой и непонятный. И если он сломается в первой строчке, что там дальше будет, мы не узнаем.
и просто непонятно, как решать эту проблему, если он сломается в первой строчке. Надо как-то исследовать его поведение уже другими инструментами. Тесты в этом случае никак не помогут. Спасибо за доклад. Вы сказали, что одно из требований к тестам, что они должны быть понятны конечному потребителю. Я вот скажу, что по вашей библиотеке мне вот сейчас не очень понятно, но, возможно, просто надо разобраться. Я бы хотел спросить, что вот по вашему проекту, насколько сильно он документирован, если я захочу попользоваться, разобраться, как работает? Ну, проект пока широко не используется, это как... Я не знаю каких-то сторонних проектов, которые бы это пытались использовать. Сам использую только. Вот. Насколько это понятно, в тест можно инкапсулировать описание, что мы тестируем то-то, то-то. И в отчете будет написано, что мы тестировали то-то, то-то, не сработало. Видимо, в этом заключается основная понятность пользователю. Спасибо большое. Ты хотел подарить кружки. У нас 3 кружки в подарок. Давайте подарим кружки. Да, Андрей, подари тем, кто вопросы задавал.